Канал Валерия Табакова представляет ходатайство о переквалификации обвинения убийцы Фарион 8 ноября 2025 года подано в суд. Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, соотечественники и все, кто смотрит это видео в Украине и за ее пределами. Я юрист Валерий Табаков, отец 8-летней дочери Елизаветы Валерьевны Табаковой, 2017 года рождения. Я русскоязычный гражданин Украины, и вчера, 8 ноября 2025 года, в субботу, я сделал шаг, который, я уверен, войдет в историю украинской юриспруденции. Я подал в Шевченковский районный суд города Львова 2 документа. Первый – это заявление о признании меня потерпевшим в уголовном деле номер 466 12 967 24 об убийстве Ирины Дмитриевны Фарион. И второй – ходатайство о переквалификации обвинения в части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть пожизненного лишения свободы, на статью 116 убийство в состоянии сильного душевного волнения. Максимум 5 лет лишения свободы. Сегодня я разберу каждый абзац, каждую статью, каждую запятую, каждую ссылку этих 2 документов. Я покажу, почему я имею полное юридическое право быть признанным потерпевшим. Почему текущее обвинение – это юридическая фикция, построенная на домыслах. И почему это дело не о мести, не о политике, а о чистой справедливости и верховенстве права. Готовы? Поехали. Без воды, без популизма. Только факты, статьи, документы, логика. Сначала о том, кто я такой, чтобы вмешиваться в это громкое дело. Я не официальный активист, я не политик. Я блогер, отец и юрист. Моя дочь Елизавета Табакова, 2017 года рождения, учится в обычной киевской школе. Она говорит по-русски, она поет русские песни. Она спрашивает: папа, а почему в школе все на украинском? По закону Украины она не имеет права на полное среднее образование на родном русском языке. Это не моя выдумка, это официально признано Комитетом ООН по ликвидации расовой дискриминации. Пункт 19а заключительных замечаний 24 апреля 2025 года гласит: Комитет обеспокоен тем, что закон Украины о национальных меньшинствах и сообществах 2022 года содержит дискриминационное положение в отношении русскоязычного населения по сравнению с носителями языков, официальных в Европейском Союзе, в частности в сфере образования. Я не хочу, чтобы моя дочь росла с ощущением, что она гражданка 2-го сорта. Я не позволю, чтобы кто-то публично называл русскоязычных украинцев носителями вируса, внутренними врагами, маргиналами, дебилами, и при этом считался защитником нации и, так сказать, этим выполнял общественный долг. Теперь к контексту дела. Приведем полную хронологию, чтобы было все понятно. Сначала 15 ноября 2023 года СБУ открывает производство против Фарион по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса за публичное высказывание. Затем 19 июля 2024 года в 19:15 происходит убийство Ирины Фарион.
Один выстрел в голову у подъезда на улице Масарика, 3 во Львове. С июля по декабрь 2024 года обвинение звучит как часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса «Умышленное убийство». 26 декабря 2024 года происходит переквалификация на пункты 8 и 14 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса. Пункт 8 в связи с выполнением общественного долга. Пункт 14 из мотивов национальной нетерпимости. После 19 июля 2024 года производство СБУ закрыто по пункту 5 части 1 статьи 284 Уголовного кодекса только из-за смерти подозреваемой. Пункт 5 часть 1 статья 284 Уголовного кодекса Украины говорит, что уголовное производство закрывается в случае смерти подозреваемого или обвиняемого. Это не реабилитация. Это не отсутствие состава преступления. Это просто невозможность продолжить процесс в связи со смертью. Теперь перейдем к первому поданному мной документу. Заявление о признании потерпевшим. Он адресован Шевченковскому районному суду города Львова по адресу Львов, улица Сечевых Стрельцов, 12. Коллегии судей, председательствующий Невойт, судьи Баева и Эдер. Заявитель я, Табаков Валерий, адрес, паспорт, телефон, имейл. Юридическое основание, часть 1 статьи 55 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред. Я утверждаю, что убийство Фарион причинило мне и моей семье моральный вред. Первый аргумент – это лишение права на правосудие по статье 161 Уголовного кодекса. 15 ноября 2023 года СБУ возбудила уголовное производство против Ирины Фарион по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их языковых убеждений». Ее публичные высказывания дословно звучали так. В 2013 году русскоязычные дебилы. В 2020 году родители, говорящие с детьми по-русски, предатели будущего. В 2023 году русскоязычные военнослужащие вооруженных сил Украины, сброд, маргиналы, предатели. В 2024 году русскоязычные носители вируса, внутренний враг, от которого надо очистить дом. Ссылка на сообщение СБУ об открытии уголовного производства. Ключевой факт. Производство закрыто. Не за отсутствием состава преступления, а по пункту 5 части 1 статьи 284 Уголовного кодекса в связи со смертью подозреваемой. В чем моя потеря? Я лишен возможности добиться обвинительного приговора по статье 161 Уголовного кодекса. И это прямой моральный вред. Второй аргумент. Психологический и эмоциональный ущерб. Фарион создала атмосферу страха и ненависти. Я и моя семья испытываем эмоциональный стресс, чувство ущемления конституционных прав, страх за безопасность. Статья 10 Конституции Украины гласит: государственным языком в Украине является украинский язык.
Русский же язык в этой же статье объявлен языком свободно используемым и защищенным. Одновременно с этим статья 24 Конституции говорит о том, что не может быть привилегий или ограничений по языковым признакам. Третий аргумент. Дискриминация в сфере образования. Моя дочь Елизавета Табакова 2017 года рождения не имеет права на полное среднее образование на русском языке, в отличие от носителей языков ЕС. К заявлению приложена копия свидетельства о рождении, справка из школы о том, что языком обучения является украинский, и ссылка на доклад ООН, где зафиксирована системная дискриминация русскоязычных граждан Украины в Украине. Четвертый аргумент. Усиление вреда из-за невозможности восстановить справедливость. Убийство Фарион навсегда закрыло путь к правосудию по статье 161, и это усугубило моральный ущерб. Что я прошу в заявлении? Первое. Признать меня потерпевшим. Второе. Присоединить к материалам дела и рассмотреть ходатайство о переквалификации. Третье. Уведомлять меня о заседаниях. Четвертое. Дать доступ к материалам дела по статье 221 УПК. Дата 8.11.2025 года. Электронная подпись. Теперь второй документ. Ходатайство о переквалификации. Цель. Снять часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса и переквалифицировать на статью 116 УК. Сравним. Часть 2 статьи 115 – 15 лет до пожизненного. Квалифицирующие признаки. Пункт 8. Общественный долг. Пункт 14. Национальная нетерпимость. Статья 116 – до 5 лет. Или ограничение свободы. Основание – убийство в состоянии сильного душевного волнения. Разберем текущее обвинение. Почему оно, это обвинение, это юридическая ошибка. Сначала пункт 8 части 2 статьи 115. Общественный долг. Что требует закон? Закон требует, чтобы убийство, квалифицированное по этому пункту, было совершено в связи с законной, общественно полезной деятельностью. Об этом же говорит постановление Пленума Верховного Суда номер 1 от 7 февраля 2003 года. Факт следующий. Фарион систематически нарушала статью 161 Уголовного кодекса, и поэтому СБУ возбудила против нее уголовное дело. Дело закрыто, но только из-за смерти. Юридический вывод. Деятельность, содержащая признаки преступления, не является общественным долгом. Поэтому квалификация по пункту 8 части 2 статьи 115 юридически абсурдна. Далее. Пункт 14 части 2 статьи 115. Национальная нетерпимость. Что требует закон? Закон требует присутствия идеологической ненависти к группе людей по национальному признаку. Из материалов дела следует факт. Зинченко в телеграм-чатах писал: «Я санитар этого общества, но все по личной неприязни». И это не идеология, это личная реакция на оскорбление. Юридический вывод следующий. Реальный мотив – это не национальная нетерпимость, а личная обида, реакция на оскорбление. Пункт 14 не соответствует фактам. Далее. Имеет место нарушение статьи 62 Конституции Украины
обвинение не может основываться на предположениях, на гипотезах. Однако в данном деле обвинение строится на домыслах. Общественный долг не проверяется на законность действий по его реализации, а квалификация национальной нетерпимости не опирается на доказательства наличия соответствующей идеологии. Поэтому правильная квалификация здесь именно статья 116 Уголовного кодекса. Умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения, физиологического аффекта. Цепочка аффекта. Классическая схема статьи 116. Первый этап. Длительное психотравмирующее воздействие на протяжении 10 лет. 2013. Русскоязычные дебилы. 2020. Родители, говорящие с детьми на русском, предатели будущего. 2023. Солдаты ВСУ, говорящие на русском языке, сброд. 2024. Русскоязычные носители вируса, от которого надо очистить дом. И это систематическое, публичное унижение и оскорбление. Второй этап. Накопление эмоционального напряжения. 15 визитов к дому Фарион. И это не слежка. Это эмоциональное выгорание. Третий этап. Триггер. Фарион собирает вещи для выезда за границу. И убийца считает, что она убежит безнаказанно. Четвертый этап. Импульсивное действие. Один выстрел в упор, нет планирования, нет хладнокровия, есть эмоциональный всплеск. Юридическое обоснование в статье 116 допускается при длительном психотравмирующем воздействии. Публичные призывы Фарион – это противоправное поведение потерпевшей. Переквалификация на 116 не ухудшает положение обвиняемого по статье 338 Уголовно-процессуального кодекса, что я прошу в ходатайстве. Первое. Признать квалификацию по пунктам 8 и 14 части 2 статьи 115 незаконной. Второе. Исключить эти пункты. Третье. Переквалифицировать на статью 116 Уголовного кодекса. Четвертое. Назначить экспертизы, судебно-психологическую на эффект, лингвистическо-правовую высказываний Фарион, повторное ДНК, биометрию, адерологию. Пятое. Приобщить материалы СБУ по статье 161 против Фарион. Шестое. Обеспечить гласность по статье 27 Уголовно-процессуального кодекса. К заявлению приложены копия свидетельства о рождении дочери, справка из школы, ссылка на доклад ООН. К ходатайству копия заявления о признании потерпевшим, те же документы дочери, ссылка на производство СБУ. Мой личный мотив – это не о насилии. Я не оправдываю убийство. Я не призываю к насилию. Но я требую, чтобы закон работал одинаково для всех. Чтобы русскоязычные не были гражданами второго сорта. Чтобы человека не сажали пожизненно по ложной квалификации. Что будет дальше? Суд обязан рассмотреть мои документы, я получу статус потерпевшего, право на участие в заседаниях, заявление о ходатайстве, доступ к материалам. Я буду освещать каждый шаг на этом канале. Дорогие друзья, если вы, русскоязычный украинец, чувствуете дискриминацию, верите в справедливость, вы не одиноки. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите в комментариях,
Я за справедливость. С вами был юрист Валерий Табаков, отец и гражданин Украины. Вместе мы изменим систему. До новых встреч!